Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2025 года. После интенсивного марта и насыщенного событиями апреля, май принесет больше пространства для осознания, восстановления и переосмысления. Это месяц, когда сможете немного сбавить темп, но не останавливаться, потому что важные планеты продолжают активировать ваш второй и третий дома. А значит, в центре внимания ваши финансы, ресурсы, документы, обучение, общение и, возможно, короткие поездки. В этом месяце вы можете почувствовать, что некоторые цели или люди уже не вызывают отклика. И это нормально. Это как навести порядок в шкафу. Убираем старое, чтобы освободить место для чего-то нового. Будет желание упростить, отпустить и не держаться за то, что больше не радует или не работает. Во второй половине мая энергии станут более живее. Снова захочется двигаться, общаться, куда-то поехать, что-то начать, может быть, чему-то поучиться. Появится ощущение, что голова проясняется, появляются идеи и легкость, особенно после ретроградных Венеры и Меркурия в апреле. Самым важным событием этого месяца для вас, Овны, станет переход Сатурна в ваш знак. Пока что ненадолго, всего на 4 месяца, но это будет как небольшой трейлер того, что ждет вас в течение следующих 3 лет, начиная с 2026 года. Сейчас мы подробно разберем все события по датам и дойдем до момента входа Сатурна в ваш знак. И я расскажу, как это может повлиять именно на вас. А еще обязательно запишу отдельное видео про Сатурн в Овне, которое будет 3 года в вашем знаке. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Еще хотела добавить, обязательно смотрите гороскоп не только по знаку Солнца, но и по асценденту, потому что именно по асценденту чаще всего проигрываются реальные события, переезды, перемены, знакомства, новые этапы в отношениях или жизни. Также обратите внимание на гороскоп по Луне. Он покажет, какие эмоции, чувства и внутренние переживания могут сопровождать вас в этом месяце. Если вы не знаете свой асцендент, напишите в комментариях точную дату, время и место рождения, и я бесплатно рассчитаю его для вас. Многие смотрят гороскопы только по знаку Солнца и говорят, что у них не сбываются, не проигрываются события. Да, это так. Если вы не знаете асцендента, не смотрите гороскопы по знаку своего асцендента, вы можете очень многое упускать. Когда вы знаете все 3 свои знака и смотрите все гороскопы на 3 знака, то у вас складывается полная картина месяца. По Солнцу это те изменения, к которым вы стремитесь. По асценденту это реальные изменения в жизни, а по Луне это эмоции, которые вы испытываете. Хочу вам сказать огромное спасибо за подписки, за ваши комментарии, лайки. Я все комментарии читаю, стараюсь отвечать. Мне очень приятно, и это мотивирует меня записывать для вас прогнозы на каждый месяц. 4 мая планета Плутон, планета глубинных трансформаций, власти, контроля, кризисов и перерождений, разворачивается в ретроградное движение. Это одна из самых медленных планет в астрологии. Ее разворот мы ощущаем не как резкий поворот событий, а как долгий и внутренний процесс. Плутон символизирует все, что прячется под поверхностью, то, что требует очищения, обнуления, чтобы на месте старого выросло новое. Это может быть разрушение, за которым обязательно следует обновление. После каждого сожженного леса прорастает новая жизнь. Сейчас Плутон находится в вашем 11-м доме, в знаке Водолея, и активирует он дом социальных сетей, сферу друзей, коллективов, мечт, планов на будущее и поддержки от единомышленников. Ретроградное движение Плутона в этой области может развернуть ваше внимание внутри к вопросам: а кто мои настоящие друзья, на кого я действительно могу опереться и какие мечты для меня больше не работают, а какие наоборот созрели и требуют серьезного подхода. Возможно, начнется переоценка людей, с которыми вы общаетесь. Появится желание дистанцироваться от токсичных кругов или глубже осознать свою роль в команде или сообществе. Также это может быть время, когда вы захотите выйти из старых форм взаимодействия, освободиться от давления группы или чужого мнения. Плутон разворачивается очень медленно, и его влияние ощущается за несколько дней до и после разворота, с конца апреля и до начала мая. Сам ретроградный период продлится с 4 мая по 13 октября 2025 года. Это период, когда процессы в 11-м доме как бы уходят вглубь. Внешне может казаться, что все стоит на месте, но на самом деле идет внутренняя трансформация. Что-то старое отмирает, чтобы вы впустили в свою жизнь более зрелые, устойчивые и честные связи и цели. 11-й дом — это не только друзья и социальные связи. Это еще и коллективы, команды, люди, с которыми вы связаны по интересам или по работе. Это еще онлайн-пространство, соцсети, сообщества, публика, зрители или клиенты. Это дом больших целей, амбиций, мечт, того, что вы хотите достичь не только ради себя, но и во имя чего-то большего. Он также связан с тем, как вы реализуете себя в обществе, какую роль играете в общей системе и какое место хотите занимать в будущем.
Когда Плутон начинает свое ретроградное движение в 11 доме, он словно включает глубинный сканер в этих темах. Все, что неустойчиво, фальшиво, зависимо от чужого мнения или связано с манипуляциями, будет постепенно разрушаться. Может появиться ощущение, что вы отдаляетесь от старого круга людей, теряете интерес к тем, с кем раньше общались, или разочаровываетесь в коллективе. Это нормально. Это значит, что Плутон помогает вам вычистить старое, чтобы вы могли построить вокруг себя окружение, соответствующее вашему внутреннему росту. Что может происходить в этот период? Возможно, завершаться какие-то дружеские отношения, которые давно себя изжили. Могут всплыть скрытые конфликты или напряжение в команде. Появится зависть, конкуренция, попытки давления со стороны группы или аудитории. Вы можете почувствовать, что больше не вписываетесь в старую систему, в коллектив или даже в формат, в котором привыкли работать. Может измениться ваша аудитория, особенно если вы ведете свой блог или социальные сети. Появится желание строить новые долгосрочные планы, не поверхностные, а по-настоящему масштабные и зрелые. Также это период, когда вы можете переосмыслить свои цели и планы. То, что раньше казалось мечтой, сейчас может выглядеть как навязанное извне или уже не вдохновляющее. А какая-то давняя забытая цель или мечта, наоборот, снова привлечет ваше внимание, но теперь вы подойдете к ней более серьезно и глубоко. 11-й дом — это дом мечт, поэтому в этот период ваши мечты могут меняться. Плутон — это планета власти, поэтому в этот период могут подниматься темы лидерства в группе, желание контролировать или быть под контролем. Это может быть борьба за влияние в коллективе, попытки отстоять свое мнение или место, а иногда и внутренние конфликты. Стоит ли быть частью чего-то общего или пора идти своим путем. Еще одна важная тема — это финансовая поддержка от коллектива или общества. 11-й дом связан с деньгами, полученными от большого числа людей. Это гранты, донаты, помощь от подписчиков, спонсоры, поддержка в соцсетях. Ретроградный Плутон может заставить вас пересмотреть, от кого вы принимаете поддержку, с какими условиями и не манипулирует ли это вами. Этот период ретроградности с 4 мая по 13 октября будет особенно важен для переосмысления того, кто вы в обществе и с кем вы хотите быть в будущем. Он может пройти тихо, но внутренне оставить глубокий след и изменить вашу стратегию на долгие годы, так как 11-й дом — это дом будущего. Не торопите события, Плутон всегда работает в глубину и не любит суеты. Обратите внимание на знаки людей и темы, которые обострятся в начале мая. Именно они могут стать точкой роста и трансформации для вас в ближайшие месяцы. 5 мая происходит гармоничный аспект между Меркурием в Тельце и Юпитером в Близнецах. Это день, когда может прийти полезная идея, нужный разговор или возможность, связанная с деньгами. Меркурий сейчас у вас во 2-м доме финансов, ценностей и самооценки, а Юпитер идет по 3-му дому, дома общения, поездок, обучения, документов и соцсетей. Эти два дома, 2 и 3, будут ключевыми в мае месяце. Кто-то из вас может получить предложение, как заработать через знания, блог, текст, консультации, оформление чего-то или через старый контакт. У кого-то эта энергия проиграется через поездки, короткие командировки, доставка, логистика, вождение, поездки между городами. Вы можете заработать в пути, или из поездки может прийти нужная идея или выгодное предложение. Также может решиться вопрос с документами, возможно, документами на работу, которые ранее тормозились. Или вы наконец-то запустите проект, на который не было времени. Этот аспект работает с 3 по 6 мая, но именно 5 может что-то щелкнуть, какой-то инсайт или нужный человек или конкретное решение. Главное не молчать и не сидеть на одном месте. Это тот случай, когда одно сообщение или разговор могут реально поменять ваш доход или открыть новый поток, если вы будете действовать. 10 мая Меркурий меняет знак и входит в знак Тельца, в тот же 2-й дом гороскопа для вас, Овны. Как я и говорила, 2 и 3 дом будут играть ключевую роль в мае месяце. Меркурий, проходящий через 2-й дом, может принести вам множество полезных изменений в финансовой сфере и подходе к деньгам. Что это может означать? Меркурий в вашем 2-м доме усиливает способность к анализу и четкому планированию вопросов доходов и расходов. Это время, когда вы сможете более ясно и логично подходить к деньгам, понимать, куда они уходят и как можно увеличить доход. Это может быть момент, когда вы наконец-то подумаете о пересмотре цен на свои услуги или товары. Меркурий помогает вам находить выгоду в новых предложениях и находить способы монетизировать свои умения или знания.
Также, проходя через второй дом, Меркурий может принести выгодные переговоры, связанные с деньгами, будь то заключение контрактов, обсуждение условий работы, повышение зарплаты или подписание договоров. У каждого по-разному. Это хороший период для заключения сделок, особенно если они связаны с долгосрочной стабильностью и финансовыми перспективами. В это время вы также можете начать искать дополнительные источники дохода. Возможно, появится идея, как использовать свои таланты или навыки для дополнительного заработка. К примеру, через фриланс, консультирование, продажу услуг или товаров. Кроме того, Меркурий в этом доме помогает вам стать более рациональными в вопросах расходования средств. Вы можете пересмотреть свой бюджет и принять осознанные решения о том, куда тратить деньги и где лучше сэкономить. Таким образом, Меркурий во втором доме – это отличное время для того, чтобы улучшить финансовую ситуацию, наладить стабильность и задуматься о будущем в плане материальных ресурсов. 12 мая произойдет полнолуние в знаке Скорпион. И для вас, Овны, оно произойдет в 8-м доме гороскопа. Это сектор, связанный с чужими деньгами, кредитами, выплатами, налогами, долгами, страхами, а также темами глубинных эмоций и внутренних трансформаций. Полнолуние — это всегда кульминация, это завершение или результат. Часто оно дает пояснение ситуации, над которой вы уже какое-то время размышляли или что-то делали в этом направлении. Полнолуние — это период результата. Если вы в апреле или даже еще в марте начинали разбираться с деньгами, оформляли документы, вели переговоры по финансам, получали поддержку или планировали какие-то важные вложения, то как раз в этот период полнолуния вы можете получить конкретный результат или понимание, что делать дальше. События могут касаться финансовой поддержки от других людей. Вам могут вернуть долг, перевести деньги, одобрить кредит или выплату. Также это может быть тема совместного бюджета, вложений, чужих ресурсов, которыми вы давно пользуетесь. К примеру, деньги партнера, возможно, ему придет зарплата или какая-то сумма денег. Это может быть помощь от семьи, субсидии, страховки. Для кого-то станет вопрос, продолжать ли такую финансовую модель или ее пора менять и пересмотреть. Еще может завершиться какой-то затянувшийся процесс, связанный с документами, выплатами, с решением сложных юридических или финансовых вопросов. Это хорошее время для того, чтобы подводить итоги, закрывать дела, завершать зависшие переговоры, отдавать или принимать долги. Не только в материальном, но и в символическом смысле. Все, что касается ответственности перед другими людьми, может выйти на первый план. Это полнолуние может дать результат или кульминацию процесса, который начался в конце октября или начале ноября прошлого года, в период новолуния в Скорпионе. То, что вы тогда запустили, идея, решение, внутренняя трансформация или какой-то шаг, все это сейчас может проявиться во внешнем мире и дать результат, понимание или завершение. Также оно может быть связано с событиями последних 2-3 недель, если вы недавно начали что-то важное и сейчас пришло время увидеть, к чему это вас привело. 17 мая происходит соединение Солнца с Ураном в знаке Тельца, и для вас, Овны, это затрагивает второй дом, сферу денег, покупок, финансовой стабильности и самооценки. Это соединение может принести неожиданные события, связанные с деньгами и ресурсами. Вы можете внезапно получить деньги, которые не ждали, или наоборот резко потратиться, вложиться или поменять финансовые планы. Может появиться шанс зарабатывать необычным способом, попробовать что-то нестандартное, сменить источник дохода или начать зарабатывать благодаря новым технологиям, интернету или нестандартным знаниям. Иногда такие аспекты дают спонтанные траты, импульсивные покупки и решение резко поменять отношение к деньгам и к тому, на что вы их тратите. Уран — это планета неожиданностей, и поэтому в этот день лучше не привязываться к четкому финансовому плану. Скорее всего, он все равно поменяется. Это хорошее время для экспериментов в работе, для старта новых источников дохода, особенно если они связаны с чем-то современным, технологичным или нестандартным. Лучше в эти дни не рисковать деньгами, не брать кредиты и не принимать резких финансовых решений с эмоциями. Но если появится вдохновение начать что-то новое, попробовать необычный способ заработка, то это может быть хорошей отправной точкой. 20 мая Солнце переходит в знак Близнецы и до 20 июня будет освещать ваш третий дом. Дом общения, контактов, обучения, транспорта, перемещения, документов и ближайшего окружения. Солнце — это энергия и желание проявляться активно в той сфере, куда оно попадает. Третий дом для вас — это
движение, информация, разговоры и все, что связано с умственной активностью и взаимодействием с окружающим миром. В этот период могут начать поступать звонки, сообщения, предложения. Нужно будет договариваться, что-то оформлять, возможно, учиться, сдавать экзамены, писать, рекламировать или что-то продвигать. У кого-то активируются отношения с братьями, сестрами, соседями или коллегами. Может быть много коротких поездок, оформление бумаг, подписание контрактов, работа с почтой, логистикой или даже переезд на недалекое расстояние. Это хороший период для того, чтобы завести новые знакомства, наладить деловые связи, договориться о чем-то важном, запустить сайт, канал, сделать рекламу или, например, пойти на курсы. Все, что связано с речью, словами, голосом, письмом, будет особенно заметно. Также Солнце в третьем доме дает желание больше говорить, делиться, проявляться и обмениваться мыслями. 24 мая очень важный день. Сатурн впервые за 30 лет входит в знак Овна. И для вас, Овны, это очень важный момент. Он заходит пока что ненадолго, всего до 12 октября 2025 года. Затем снова вернется в знак Рыбы, чтобы завершить свои прошлые задачи. И только уже в феврале 2026 года Сатурн окончательно войдет в ваш знак и останется там на 3 года. То, что начнет происходить сейчас, это как пробный этап, как репетиция, в которой уже можно почувствовать, какие темы станут ключевыми в ближайшие 3 года. Сатурн — это планета дисциплины, структуры, зрелости, ответственности и границ. Он показывает, где нам нужно вырасти, собраться, навести порядок и взять контроль в свои руки. Когда Сатурн идет по первому дому, первый дом — это личность, тело, характер, поведение, самовыражение и то, как вы себя позиционируете в мире. Это может дать момент, когда вы почувствуете, что пора взрослеть, собраться, сосредоточиться на себе и понять, кто вы и чего хотите. Входит поверхностность и спонтанность, появляется желание устойчивости, контроля, глубины и ясных решений. Вы можете начать по-другому относиться к своему телу, к своему образу и захотите изменить стиль, режим, здоровье и дисциплину. Появится желание стать более сильнее, надежнее и взрослее. Сатурн — это не легкая энергия, он не про вдохновение, он про обязательства. Он ставит рамки, чтобы выстроить прочную основу. И если в последние годы вы часто бросались в разные стороны, пробовали, искали, то с конца мая вы почувствуете внутреннее требование, что нужно определиться, нужно строить что-то, нужно перестать распыляться. Многие могут столкнуться с кризисами самоопределения, когда кажется, что больше нельзя так, как раньше. Это все естественно, это признак перехода на следующий уровень. И этот период не про внешнюю скорость, а про внутреннее выравнивание и силу. Поэтому этот период, когда Сатурн будет находиться пока что несколько месяцев в вашем знаке, вы уже почувствуете звоночки, вы уже увидите, что меняется, и поймете, что вас ждет в ближайшие 3 года, когда Сатурн войдет в ваш знак в 2026 году. До октября вы можете ощутить, какие темы требуют зрелости и что пора менять в себе, чтобы в 2026 году, когда он вернется окончательно, вы уже были к этому готовы. Это может касаться и отношений с собой, и ответственности за свое тело, и формирования новой жизненной стратегии. Сатурн в октябре еще раз ненадолго вернется в знак Рыб, в ваш 12-й дом. Он уже находится там с 2023 года, и за это время у вас могли происходить события, связанные с изоляцией, уединением и внутренними паузами. Кто-то эмигрировал и проходил период адаптации, кто-то работал в закрытых учреждениях, медицинских, может это какие-то отели, острова. Кто-то был в декрете или ухаживал за близкими, кто-то просто отошел от социума и занимался собой. 12-й дом — это дом завершений, освобождения от всего лишнего. Вы могли завершить старые отношения, внутренние страхи, отпустить обиды, людей и привычки. И если вы это сделали, то в феврале 2026 года, когда Сатурн окончательно войдет в ваш знак, он может принести вам реальный подарок, новую стабильную работу, новую цель, прочные отношения и ощущение, что вы наконец-то встали на ноги. То, что вы сможете построить всерьез и надолго. Обязательно сделаю видео про Сатурн в Овне. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Там я подробно расскажу, как Сатурн повлияет на внешние события, на наш мир в целом и как он повлияет на ваш знак. 26 мая Меркурий входит в знак Близнецы, а 27 мая там же происходит новолуние. И все это активирует ваш 3-й дом, сферу общения, коммуникаций, документов, поездок, транспорта, обучения, техники и близкого круга людей. Это коллеги,
это соседи и братья и сестры. Это такой очень подвижный и живой период, когда все вокруг начинает двигаться быстрее. Появляются звонки, сообщения, переписки, обсуждения, посылки, какие-то мелкие дела, которые потребуют вашего внимания и реакции. Как это новолуние, возможно, будет какая-то новость от вашей сестры или от вашего брата. Может быть, что-то связанное с ними. Может, у вас появятся новые соседи, новая техника. Возможно, вы решите купить автомобиль или пойти на обучение вождению тоже, это 3-й дом. У кого-то могут появиться темы с документами, визами, бумагами, лицензиями, переоформлением чего-то, подписанием контрактов. Кто-то может пойти учиться, сдавать экзамен или оформлять детей в школу. А у кого-то вдруг может наладиться контакт с родственниками, с братьями, с сестрами, или наоборот может всплыть старая обида, которую нужно проговорить. Это также дом поездок, правда недалеких, коротких, но нужных. Возможно, придется ездить по делам, решать вопросы с машиной, транспортом и навигацией. Может быть, даже покупка техники, телефона, компьютера или чего-то связанного со связью. Меркурий в Близнецах дает быструю реакцию, желание все успеть, охватить все сразу или несколько задач одновременно. Но важно не распыляться, не хвататься за все подряд. Лучше выбрать 1-2 приоритетных направления и направить туда весь фокус. Новолуние 27 мая закладывает новый цикл, и это отличное время, чтобы начать важные разговоры, записаться на курсы, подать документы, запустить блог или канал и оформить проект. Возможно, начать с кем-то сотрудничать. Это про то, чтобы проявить себя через слово, через знания и через то, что вы умеете объяснять, передавать и обучать. Такой транзит может дать очень продуктивный и живой месяц, если вы не будете застревать в мыслях, а начнете действовать. И все, что связано с коммуникацией, продвижением, обучением, техникой и поездками, все это будет давать хорошие плоды. Главное не бояться задавать вопросы, спрашивать, оформлять и запускать. Если вы сейчас в новолуние вблизи 27 мая начинаете что-то на долгосрочной основе, что-то новое, какие-то обучения, курсы вождения, ведение блога, оформление важных документов, подачу каких-то заявок, то итог или важный поворот в этих темах может проявиться ближе к 4 декабря 2025 года, когда произойдет полнолуние в знаке Близнецы. Именно тогда вы сможете получить результат от того, что закладываете сейчас в конце мая. Раз пока идет речь о Меркурии в Близнецах, хочу сообщить вам, что на моем канале появился значок «Спонсировать». Он находится прямо под этим видео, рядом с кнопкой «Подписаться». Если вы нажмете на него, YouTube сам вам покажет, что делать дальше. После оформления подписки вы станете спонсором канала и будете первыми видеть мои видео, гороскопы и новинки. Я также буду публиковать короткие ежедневные астросоветы и эксклюзивные материалы только для спонсоров. В целом, май 2025 года для вас, Овны, месяц активный, насыщенный событиями и поворотами. Начало месяца может быть немного напряженным. Плутон разворачивается и запускает важные внутренние и внешние процессы, особенно связанные с окружением, планами и вашим местом в коллективе. Середина месяца принесет больше активности в финансовой и информационной сфере, возможны разговоры о деньгах, неожиданные траты или новые источники дохода. Конец месяца даст мощный толчок в теме общения, обучения, поездок, транспорта и оформления документов. Особенно обратите внимание на период с 26 по 30 мая. Это отличное время, чтобы запускать что-то новое, оформлять, подписывать или договариваться. Также в этом месяце Сатурн впервые за 30 лет заглянет в ваш знак. И это первый звоночек, что вам пора взрослеть, выравниваться и серьезно посмотреть на себя и на свою жизнь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как у вас проигрывается май и по какому знаку проигрываются события, по Солнцу, Луне или Асценденту. Счастливого вам мая, дорогие Овны!